Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике я буду делать декоративный фрезерованный короб для трубы отопления и перегородку из гипсокартона. Приступаю к работе. Перегородка из гипсокартона. Начинаю с возведения перегородки между душем и стиральной машиной. В прошлом ролике я заливал душевой поддон. Кто не видел, обязательно посмотрите. Слева будет стоять стиральная машина с вертикальной загрузкой, а с правой стороны душевая кабина. Сейчас мне нужно возвести разделяющую перегородку, для того, чтобы вода не попадала на стиральную машину, и была возможность над стиральной машиной сделать полки для хранения вещей. Перегородку буду делать из влагостойкого гипсокартона 12,5 мм и профилей 50 мм, толщина профиля 0,6 мм. Это важно, потому что такой профиль жесткий. Произвожу необходимую разметку при помощи рулетки, карандаша и лазерного уровня. Стены оштукатурены по уровню с соблюдением угла 90 градусов, поэтому разметка делается просто. Важно учитывать толщину гипсокартона и толщину плитки, которая будет укладываться. Использую перегородочный профиль, направляющий шириной 50 мм и стоечный 50 на 50 мм. Режу профиль болгаркой в необходимый размер. Можно использовать ножницы, но болгаркой получается аккуратней. Прикрепляю первый направляющий профиль к стене. Приклеиваю на полиуретановый клей и дополнительно креплю дюбелями. Отмеряю и отрезаю горизонтальные профили. Собираю каркас. Тут действует принцип 7 раз отмерь, 1 отрежь, вернее закрепи. Предварительно примеряю гипсокартон. Конструкция перегородки классическая и довольно-таки простая.
Вот что из себя представляет каркас. Перегородочный профиль 50 мм. По бокам направляющие профили и посередине основной, стоечный. Между собой скреплены просто просекателем. Ну, соответственно, все выставляется по уровню и скрепляется просекателем. Уровень, кстати, удобный на магнитах. Горизонтальный профиль крепится через 40 см. Предвижу вопрос, будут писать, что такое просекатель. Просекатель — это вот такая штука, которая прорубает два профиля, соединяя их между собой. Стоит, кстати, недорого. Вот получаются такие вот отверстия. Каркас собран. Теперь все можно зашивать гипсокартоном. Гипсокартон резал заранее в магазине, лист на две части, так как перевозил в легковом автомобиле. В магазине это делать удобнее. Там есть большой стол, правило и нож. Хроника событий. Что тут вообще происходит? Зашил перегородку с одной стороны. Значит, полезные советы. На высоте очень удобно использовать магнитный браслет. Так как у меня перегородка состоит из двух кусочков гипсокартона, сверху я снимал размеры, соответственно, просто наклеил на рулетку малярную ленту и сразу записал все размеры сюда. Также очень оказалось удобно работать на ящиках. Первый раз топчусь по ним. Если бы не было ящиков, даже не знаю, что я сюда запер. Теперь зашиваю другую сторону. Осталась тонкая торцевая полоска. Работа выполнена. Перегородка готова. Идем дальше. Декоративный фрезерованный короб. Друзья, думаю, вы заметили, что качество видео в последних роликах заметно улучшилось. Все дело в том, что я купил новую камеру. У меня в комментариях часто спрашивают, на какую камеру я снимаю. Вот, собственно говоря, моя новая камера. Очень здорово, при выборе и покупке фотоаппарата мне помог e-каталог. E-каталог сам ничего не продает, просто анализирует товары в магазинах и помогает вам выбрать по необходимым характеристикам и минимальной цене. Заходите в нужную категорию фото-видеосъемка, выбираете под категорию фотоаппараты. Здесь можно выбрать сразу производителя или включить расширенный поиск. Выбираем Sony. Дальше можно выбрать серию, цвет корпуса, тип камеры, комплектацию и так далее. Подобрать. И смотрите нужный вам фотоаппарат. Фотоаппарат, который я купил, Sony Alpha 7 III. Здесь можно посмотреть характеристики, описание модели,
отзывы, что немаловажно. Также выбрать дополнительные аксессуары, объективы, карты памяти, вспышки, штативы, аккумуляторы. Кстати, мне нужен второй аккумулятор. И, соответственно, найти место, где его можно купить. Минимальная цена на этот фотоаппарат 119 500 российских рублей. Максимальная 164 тысячи. Кому интересна эта информация, ссылки на e-каталог я оставлю в описании. Для тех, кто не в курсе, я хочу прояснить ситуацию с полотенцесушителем. По плану, этот полотенцесушитель мы должны были заменить. Соответственно, убрать эти трубы и перенести его на другую стену. Но, к сожалению, оказалось, что это полотенцесушитель питается не от стояков горячего водоснабжения, а от отопления. И мне это сделать не разрешили. Сказали, что после того, как закончится отопительный сезон, нужно будет сделать проект, и, соответственно, потом уже можно его будет поменять. Поэтому временно полотенцесушитель остается. Я сейчас сделаю декоративный короб из гипсокартона, закрою все эти трубы. Здесь есть резьбовые соединения, если что, можно поставить хромированные полотенцесушители, но в любом случае этот полотенцесушитель поменяется. Тем более, что скоро здесь будет капремонт, эту трубу вообще отсюда уберут. Здесь я сделал розетку, и на его место повесится просто электрический полотенцесушитель. Изготовление декоративного короба для труб. Такой короб хорошо делать методом фрезеровки, так как отсутствует металлический каркас, и короб можно сделать максимально компактным. Предварительно змеевик я закрепил КТРами и разборным креплением для полотенцесушителя. Разборные крепления используются в том случае, если полотенцесушитель нельзя снять. Для крепления короба к стене использую направляющий потолочный профиль. При помощи лазерного уровня размечаю границы будущего короба. Сразу приклеиваю направляющий профиль, максимально близко сдвигая его к трубе. Дополнительно креплю дюбелями. Преимущество фрезеровки гипсокартона в том, что не требуется цельный каркас, а достаточно направляющих профилей. Для короба использую влагостойкий гипсокартон 12,5 мм. Если нужно выровнять рваные края гипсокартона, то самый лучший способ — это потереть его торцом об стяжку. Приступаю к разметке. Разметку делаю при помощи рулетки, карандаша и уровня в качестве направляющей. При разметке важно учитывать толщину гипсокартона.
Лишний гипсокартон отрезаю, подчищаю край об стяжку. Отрезанный гипсокартон использую в качестве направляющей для фрезы. Для фиксации прикручиваю саморезами. Фрезеровку произвожу обычным фрезером и фрезой для гипсокартона на 90 градусов. Переставляю направляющую на второй сгиб. Грунтую фрезерованные канавки. И сразу запениваю монтажной пеной. Теперь короб можно сложить и зафиксировать лентой. Откладываю на время, пока схватится пена. Самая распространенная ошибка фрезеровки, которую я сейчас допустил. У меня расстояние между профилями 112 мм, 11 см и 2 мм. А расстояние внутри короба получилось 10,2. Соответственно, я просто не учел одну толщину листа гипсокартона. Я прибавил 12,5 мм, а надо было прибавить 2 раза по 12,5 мм. Соответственно, если у вас внутренняя ширина короба 97 мм, вам надо прибавить 2 толщины гипсокартона, 2 раза по 12,5 мм. А вот эта вот полочка 60 мм, сюда надо прибавить 1 раз по 12,5 мм. Теперь получается, что мне надо ехать или в магазин за новым листом гипсокартона, что я не очень хочу делать, потому что лист гипсокартона надо в магазине резать, потом тащить на 5-й этаж. Либо отрывать профиль, который я приклеил, и, соответственно, получится, что просто можно посадить
один бортик на клей для гипсокартона. Не на профиль, а именно на клей. Потому что близко к трубе на сантиметр я профиль не смогу подсунуть. Эти ошибки допускают все, даже те, кто постоянно работает с гипсокартоном. С профилем пришлось повозиться. Частично я его смог подвинуть, только нижнюю правую часть посажу на клей для гипсокартона. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. Подрезаю короб и выпиливаю необходимые отверстия под трубы. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Теперь можно приклеивать короб. Клеить буду на полиуретановый клей, можно на силикон, в общем вариантов много. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna. Также закрываю трубу, которая идет горизонтально. Все готово, короб и стена будут зашпатлеваны. Для тех, кто сомневается в крепости данной конструкции, проведу небольшой эксперимент. Гипсокартон был склеен 2 часа назад. Я понимаю, что получилась порнография, но это вынужденная мера. И в любом случае с коробом лучше, чем просто оставить трубы. Всем спасибо, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения и не болеть.